какие-то аномалии творятся. Видимо, тот самый бог зла по имени Яхве не очень рад этому. И, естественно, подобные силы всегда стараются помешать таким намерениям, когда все направлено против них. Ведь бог зла, он питается болью, он питается тяжелой энергетикой, энергетикой подавленности, несчастья человеческой. И поэтому, когда ты намереваешься провести ритуал против этого божества, понятное дело, что очень много факторов начинает тебе мешать. Поэтому я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь. И давайте начнем. Итак, прежде чем начать, чтобы по новой вам не повторить, давайте я вам включу сегодняшний эфир. То есть сейчас я вам скажу. Сегодняшний ролик я включу ненадолго, чтобы объяснить, кто это, что это за сила, почему мы его призываем и прочее. И за это время пока буду готовить. 500 лет. Да. Одним словом, хочу вам сказать, что каждый раз, когда мы с вами собираемся, что-либо проводим, что-то меняется в мире все-таки в хорошую сторону. Я хочу вместе с вами сегодня провести ритуал в прямом эфире, призвать воинство Рушанга. Рушанг. Закавказские народы, восточные народы верили, что есть некая спасительная сила. Это великое воинство, и предводитель этого воинства – военачальник Рушанг. И Рушанг приходит тогда, когда понимает, что мир рушится, что народы не могут жить в мире, сосуществовать, когда видит в мире много боли, горя, безысходности, усталости людей, кризисы без конца. Он приходит на помощь и начинает сражаться со злыми силами, которые заполонили пространство. Рушанга сравнивают с разными героями. Армяне его сравнивают с Мегером-младшим, сыном Давида, и внуком Мегера-старшего, который одолел льва. Это из армянского эпоса, что он разозлился, обиделся на весь мир и закрылся в пещере. И в Турции сейчас есть такая скала, осталась в Турции. Это Западная Армения. Мегерова дверь называлась. Знаете, вот, может даже набрать дверь Михра. Нерукотворное, природное вот такое явление. В скале дверь нарисовалась. Вот в скале есть дверь, как будто вот кто-то пытался там высечь из камня дверь. На самом деле это природное явление. И сказано, что в концу времен Мегер-младший выйдет оттуда и будет ходить по миру, убивая всех змей, драконов и злые силы, освобождая людей и приходя на помощь каждому человеку. А некоторые говорят, что он уже вышел и ходит по земле, его надо призвать, и он придет на помощь. У грузин немножко другое представление об этом явлении, об этом герое. Грузины называют его Амиран. И у определенных грузинских народностей, то есть грузины тоже делятся на несколько различных этносов. Вот у некоторых из них есть праздник Амираноба, когда выходит, начинает греметь цепями, бить в бубны. Это называется освобождение Прометея или Амирана. Греки его сравнили с Прометеем, которого приковали к скале боги за то, что он принес им, подарил людям огонь. В некоторых сказаниях его называют Данко.
У славян это Святогор, богатырь, который спит, и его нужно пробудить. Одним словом, дорогие друзья, у каждого народа свое представление, свои сказания об этом как бы спасителе времен. А мы с вами прекрасно знаем, что не просто так народы слагали легенды, что были до нас цивилизации, которые со временем погибли, и все, что там случалось, все знания тех цивилизаций и в искаженном каком-то понимании или напрямую передались нам, и мы вот из поколения в поколение об этом говорим. Итак, давайте с вами сегодня призовем войско Рушангова, который поможет нам выйти из этого кризиса, ну, по крайней мере, что-то поменяет в этом мире. Будем питать это мироздание своей энергией. Время от времени. И менять, и влиять на мировые процессы. Я вам говорила, что это вполне реально. Не просто так созданы, то есть христианство приняло молебен совместный. Не просто так люди шли к капищам богов и проводили там вместе поклонение богам. Соединяли энергии, чтобы что-то получилось, чтобы что-то попросить, чтобы попросить победы, чтобы попросить урожая, чтобы попросить мира и прочее. Итак, сегодня с вами соберемся к 10 часам. Все. Когда солнце... Дальше не нужно. Это короткое такое описание того, что мы должны сделать, для чего и кого призывать. А теперь, дорогие друзья, мы с вами проведем этот ритуал для того, чтобы помочь нашей Вселенной преодолеть эти кризисные моменты. Конечно же, мы не можем предотвращать то, что предначертанное, написанное должно быть, но, по крайней мере, можем постараться что-либо сделать, какой-либо вклад внести в это дело, чтобы сила, призванная нами, начала убирать и выталкивать из пространства, мироздания то самое зло, злую силу, о которой мы с вами говорим и знаем, которая, в принципе, правит пространством, правит человеческой жизнью, правит мировыми правителями. И, к сожалению, мы это видим. И все эти войны, и все эти кровопролития, это все жертва ему самому, той самой силе. Не стоит без вина проводить, иначе смысла нет. И ждали эту силу всегда. Добрый вечер, Ольга. Ждали эту силу и призывали эту силу. Обычно с вином, который символизирует кровь или кровное родство, и источником огня. Зажигали большие костры. Мы, конечно, не костры будем сжигать, но все же источник огня у нас есть. Хочу вам сказать, что вторую часть, которую я проведу одна, а вы прослушайте. Первую часть мы проведем с вами вместе. Вторую часть я проводила для определенного человека, и он начал сходить с ума и просто позориться и позориться. Всенародно и всемирно. Ну и хорошо, это радует. Просто вы и сами увидите силу этого заговора и поймете, почему так происходит. Теперь, что я хочу вам сказать. Если вы все подготовили, пожалуй, начнем. Заговор состоит из призыва, части призыва, и из части призыва на языке дух. Вторая часть – призыв
немножко другой, и вторую часть можно делать только практикам. Значит, что я хочу сказать насчет этого ритуала? Можно ли обычным людям это делать, этот призыв? Дорогие друзья, только в тех случаях, когда вся семья в опасности, призывать с просьбой сражаться за них и спасти. Одному человеку этот ритуал делать в одиночку потом нельзя. Если угрожает семье твоей подруги, если вся семья готова, согласна, знаете, это как спиритический сеанс практически. Ночью садитесь все вместе и делайте этот призыв, и тогда этот воин приходит и помогает вам, и прибегнуть к этому можно несколько раз в жизни. То есть именно для обычного человека этот ритуал именно в таких случаях. Изводят род, выгоняет всю семью из дома, некуда деваться, садится вся семья, сколько человек, и проводит с просьбой к воину Рушангу. Но для себя, для своих личных нужд этот ритуал трогать нельзя никогда. В этом ритуале должно быть не меньше 4-5 человек. Теперь, я надеюсь, поняли. И проводят вместе. А вторую часть, которая абсолютно зловещая, это часть только для практиков. Это просто я как бы вместе с этим ритуалом провожу для усиления. А вообще это призыв павших или погибших воинов на землю, для того, чтобы они отомстили своим палачам, тем, кто их отправил туда, тем, кто их подставил. И они мстят. Вы сейчас удивитесь, конечно, но как вы думаете, с противоположной стороны вот эти все самоубийства почему происходят? Во-первых, начнем с того, что если у человека есть хоть капля совести, вспоминая о том, что он делал с мирным населением, или что делали его друзья, он молчал или не мог вмешаться, то если есть капля совести, после этой совесть просто начинает убивать этого человека, грызть. Это первое. Второе. Многие признавались, что убитые ими армяне приходили, и вот эти крики они слышали наяву. Это потому, что ты призываешь воинов мстить за себя. Никто лучше не отомстит палачам, чем те, которых они убили. Запомните. Я вам скажу, что у меня в кругу друзей очень много различных профессий, людей. И есть среди них и патологоанатомы, которые мне рассказывали очень такие жуткие вещи. Они говорят, такое ощущение, что те, которых убили, они просто с тобой разговаривают. Они помогают тебе найти причину. Однажды она уснула на работе. Видимо, устают люди. Она после вскрытия всего зашла в свой кабинет, должна была дежурить ночью. Вот она, значит, уснула, отключилась и не могла... То есть в этот день, когда она делала вскрытие, не смогла найти настоящую причину, что там случилось. Это внезапная смерть, остановка сердца или что-то еще. И эта женщина, которую, то есть она, извиняюсь, обследовала, она, значит, она говорит, я открываю глаза, и через вот это вот пространство идет ко мне эта женщина. Я понимаю, что я ее знаю, но где я ее видела, не могу вспомнить. И вдруг вспоминаю, что я делала ей вскрытие. То есть она та самая, которая на столе лежала. И она говорит, проверь мою кровь. Там причина, проверь мою кровь. И она проснулась, значит, взяла анализ. Взять кровь у мертвеца – это дело непростое, там кровь уже остывает, собственно говоря, сгущается. Но она взяла анализ, то есть венозной крови сердца, и оказалось, что там перемешали что-то. То есть ее куда-то пригласили, перемешали и убили ее, собственно говоря. Она пришла домой и через некоторое время умерла. Потом оказалось, что это сделали родственники ближайшие, чтобы ее квартирой овладеть. Вот такие, да, дела бывают. Так что, дорогие друзья, если вам кажется, что мертвые молчат, это вы просто их не слышите.
но есть те, которые их слышат и видят. Да. Итак, это довольно сильный ритуал, когда будем читать. Очень может быть, что дома появится какой-то сквозняк, и очень может быть, что вам станет немножко не по себе, потому что это слова все-таки сильные и призыв. И после этого, что будет происходить в мире, будем с вами отслеживать, и время от времени, может быть, снимите, скажем, кто-нибудь видеоролик, расскажете, что вот мы провели такой-то ритуал, а у нас в стране началось вот такое-то. Это борьба со злыми силами. Именно с той самой злой силой, которая находится в царстве зла. Я вам об этом говорила. Есть черная воронка. Это и есть тот самый ад. Это и есть та самая воронка царства зла. Итак, я надеюсь, что все готовы. Если все готовы, тогда зажгите свечи. И давайте начнем. Вы просто за мной повторяете. Разверзнется бездна. Раздвинутся скалы. Расступятся свет и тьма. Из недр хаоса выйдет войско бесчисленное, великое войско, когорта за когортой. Спускайтесь на землю. Ваше время пришло. Авент темоус, пугнае, набе, нае, обеллатор, Dio, glory, ave, glory, o mae, dias mae, vendea mio, assaio, visario, mi Dio, bellator. Да начнется сражение вечных сил со злом. Пусть воины Рушанга вступают в схватку и ревут, как тысячи львов, разрывая в клочья подданных царства зла. О, крылатые, быстрое и непобедимое войско, я зову вас. Авент, темоус, пугнае, набе, нае, о bellator, Dio, glory, ave, glory, o mae di asmae, vendea mio, assai, visario, mi Dio, bellator. О, придите на землю. Бить силу злых врат. Гоните, гоните их от земли назад, в их страшное царство, в их мрачную бездну. Гоните туда и закройте стеною обратную дорогу. Приди же, воин великий Рушанг, мы зовем тебя на великую битву со злом. Приди на землю. Да будет так. Заклинаю.
Я медленно читаю, чтобы вы за мной повторяли, потому что текста этого нигде нет. Повторяем. Разверзнется бездна, раздвинутся скалы, расступятся свет и тьма. Из недр хаоса выйдет войско бесчисленное, великое войско. Когорты за когортой, спускайтесь на землю. Ваше время пришло. Авент темоус, погнае, набенае, о беллатор. Dio, glori, ave glori, o mae, dias mae. Vendea mio. Assai, visario, mi dio bellator. Да начнется сражение вечных сил со злом. Пусть воины Рушанга вступают в схватку и ревут, как тысячи львов, разрывая в клочья подданных царства зла. О, крылатые, быстрые, непобедимые, зову вас. Авент темоус, пугнае, набе, нае, о беллатор. Дио, глори, аве глори, о мае, да исмае. Вендеа мио, assai, visario, mi dio, bellator. Лично у меня всегда идут холодные такие мурашки по спине. Продолжим. О, придите на землю, бить силу злых врат, гоните, гоните их от земли назад, в их страшное царство, к их мрачному богу. Гоните туда и закройте стеною обратную дорогу. Приди же, воин великий Рушанг, мы зовем тебя на великую битву со злом. Приди на землю. Да будет так, заклинаю. Разверзнется бездна, раздвинутся скалы, расступятся свет и тьма. Из недр хаоса выйдет войско бесчисленное, великое войско. Когорта за когортой спускайтесь на землю. Ваше время пришло. Авент, темоус, пугнае, набе нае, обеллатор, дио, глори, аве глори, омае диас мае. Vendea mio, assai, visario, mi dio, bellator. Да начнется сражение вечных сил со злом. Пусть воины Рушанга вступают в схватку и ревут, как тысячи львов, разрывая в клочья подданных царства зла. О, крылатые, быстрые, непобедимые, я зову вас. О, придите на землю, бить силу злых врат. Гоните, гоните от земли назад, в их страшное царство, к их мрачному богу. Гоните туда и закройте стеною обратную дорогу. Приди же, воин великий Рушанг, мы зовем тебя на великую битву со злом. Приди на землю, да будет так. Заклято. Теперь вы пока отдыхайте, придите в себя. Я прочитаю то, что нужно читать только практикам. И скажу, что этому предателю, который сидит в Армении и правит якобы, вот этому скоту, я сделала вот именно то, что сейчас вам прочитаю. Вы поймете, почему он допускает такие ошибки, и весь мир над ним смеется. И почему он сходит с ума. Но сейчас я прочитаю именно для всех подобных им
которых полно сейчас в мире. И я хочу вам сказать, что от таких совместных ритуалов в мире подлые личности начинают страдать. У них начинается очень много проблем, очень много трудностей. Итак, сейчас вы меня слушаете, потом вернемся обратно и снова с вами прочитаем. Этим заклинанием я бездны открываю. Души павших воинов на землю призываю. Отпустите их на время, боги войны, на великое сражение. Самаэль, князь мертвых, возглавь их войско. О силы рассоздания из бездонных пустынь! И тень это в мрака. Кто меня отвлекает, сейчас я выкину отсюда, из форума. У меня реально нет на это времени. Зову я души из мертвого града. Пустые глазницы. И тлен, и могила останутся там. А сюда пускай идут ваши силы и души ваши. О великий Самаэль, позволь павшим отныне насладиться местью своих палачей. Я зову ваши души на землю. Сойдите. Реки черной крови были пролиты на землю, и пришла пора отмщения. Да начнется битва сил древних и душ павших за очищение мира от зла и бесчинств. Самаэль, Абадон, Чава-Джоч, Левиафан, Бааль-Зебул, Беллон и Астарт. Возглавьте войско мести. И покуда они не отмщены, обратно пускай не вернутся. Свершилось. Еще раз повторяю для непонимающих. Вторая часть просто вами нужно прослушать, но не повторять. Я извиняюсь на секунду, спущусь, выпью воды. Мне немного стало нехорошо. Ну вот теперь признайтесь, у кого дома мертвечиной запахло. Просто мертвый запах.
трупный. Я вам говорила, что эти ритуалы, они очень сильны. И если какая-либо сила удерживает, не дает их провести, на то есть причина. Это значит, что они получатся. Теперь продолжаем. Слушайте меня внимательно. Я еще раз прочитаю 2 раза. И вернемся, снова прочитаем. Здесь долго не нужно. Такие призывы долго не делают. Долго делают чистки, долго делают ритуалы на удачу, да, показывая различные варианты. Но призывы всегда и в древние времена делали определенное время, призывали и уходили. Еще раз прослушайте. Это вам не нужно повторять, это для практиков. Этим заклинанием я бездны открываю. Души павших воинов на землю призываю. Отпустите их на время, боги войны, на великое сражение. Самаэль, князь мертвых, возглавь их войско. О силы рассоздания из бесплотных пустынь, из тенетов мрака зову я души из мертвого града. Пустые глазницы и тлен, и могила останутся там. А сюда пускай идут ваши души и сила. О великий Самаэль, позволь павшим отныне насладиться местью своих палачей. Я зову ваши души на землю. Сойдите. Реки черной крови были пролиты на землю. И пришла пора отмщения. Да начнется битва сил древних и душ павших за очищение мира от зла и бесчинств. Самгабиал, Абадон, Чаваджоч, Левьяфан, Баалзебул, Белон и Астарот. Возглавьте войско мести. И покуда они не отомстят за себя, обратно на покой не вернутся. Свершилось. Давайте еще раз вернемся к нашему призыву. Начните за мной повторять. У вас будет ощущение, что вы попали в другое измерение. На секунду будет такое чувство, как будто вас вытаскивает из вас просто, как вас вот прям за уши тянут наверх. Знаете, как изнутри вас пружину вытаскивают. Вот такое чувство. Пространство просто закружится вокруг, но это будет несколько мгновений. Вы окажетесь словно в аквариуме. Ощущение аквариума. Воздуха не хватает, но это не страшно. И через пару секунд это все начнет проходить. Начнем. Вы просто читая, заодно и представьте, насколько вы хотите, чтобы в этом мире все-таки дела начали уже приходить в порядок, в человеческое состояние. Развернется бездна, раздвинутся скалы, расступятся свет и тьма. Из недр хаоса выйдет войско бесчисленное, великое войско, когорта за когортой. Спускайтесь на землю, ваше время пришло. Авент темоус, пугнае, набе, нае, о белламор, беллаторе.
Dio, glory, ave, glory, o moe, Dios moe, vendea mio, assai visario mi Dio, bellator. Да начнется сражение вечных сил со злом. Пусть во имя Рушанга вступают в схватку и ревут, как тысячи львов, разрывая в клочья подданных царства зла. О крылатые, быстрые, непобедимые, я зову вас. Авент темоус, пугнае, набе, нае, о беллаторе. Dio, glory, ave, glory, o mae, Dio, asmae. Vendea mio, assaio, visario, mi Dio, bellator. О, придите на землю, бить силу злых врат, гоните, гоните их от земли назад, в их страшное царство, к их мрачному богу. Гоните туда и закройте стеною обратную дорогу. Приди же, воин великий Рушанг, мы зовем тебя на великую битву со злом. Сойди на землю, да будет так, заклято. Больше за мной повторять не нужно, потому что вам станет плохо. Вот этого достаточно. И все, что мы с вами сделали, оно сработает так, что вы даже не представляете. Теперь послушайте меня внимательно. Возьмите вот 2 пальца. Окунайте туда вино. И намажьте себе, где переносится, 3-й глаз. Вот так. Сейчас сделайте все. И скажите: все свершилось, как я просила. Вот это место сейчас будет гореть. Просто вот это переносится. Такой жар. Вздохните глубоко. И сразу же все эти симптомы вас отпустят. Как только мы этот призыв закончим, все эти симптомы, они сразу уйдут. Но сейчас станет легче. И последнее. Прослушайте со мной, но не повторяйте. Такие призывы, они очень сильные. Поэтому не удивляйтесь. Из тенетов мрака зову я души из мертвого града. Нет, я с половины начала. Сбили меня. Этим заклинанием я бездны открываю. Души павших воинов на землю призываю. Отпустите их на время, боги войны, на великое сражение. Самаэль, князь мертвых, возглавь их войско, о силы рассоздания, из бесплодных пустынь. Из тенетов мрака зову я души из мертвого града. Пустые глазницы и тлен, и могила останутся там. А люди пускай, а сюда пускай идет ваша сила и ваши души. Я уже сама сбываюсь. О великий Самаэль, позволь павшим отныне насладиться местью на своих палачей. Я зову ваши души на землю. Сойдите. Реки черной крови были пролиты на землю, и пришла пора отмщения. Да начнется битва сил древних и душ
павших за очищение мира от зла и бесчинств. Самгабиал, Абаддон, Чаваджоч, Левиафан, Баалзебул, Беллон и Астарот. Возглавьте войско мести. И покуда они не отомстят за себя, обратно пускай не вернутся. Свершилось. А теперь отключайтесь. Если есть возможность, ложитесь спать. Вам сразу станет легче. А что случится в мире после такого нашего призыва, вы сами увидите в скором времени. Все, друзья мои, мы с вами этот призыв совершили во имя нашего будущего. Может быть, еще раз соберемся и совершим. Но поскольку оно очень много сил отнимает, конечно, мы будем делать это нечасто. Но то, что сейчас произойдет после этого призыва, вы увидите сами. Вино оставляйте до утра. Алтарь можете убрать, свечи потушить. Вино оставьте до утра где-нибудь. Можете на подоконнике. Утром просто вылейте, потому что оно уже как бы выпито. Все главное, что нужно было этим силам, они взяли. И все. И оно уже бесполезно. Просто можно вылить. Обесточено, скажем так. Всем удачи. И время покажет, что мы с вами и кого мы призвали.